Жив-був Іван Дурак і Єлена Премудрая. Полюбив Іван Дурак Єлену Премудрую. Чи вона його полюбила, чи ні, непонятно. Ну, як там воно не вийшло, ну женився Іван Дурак на Єлені Премудрій. Ну, що там в них пішло не то, не так. Не хоче Єлена Премудра цілуватися з Іваном Дураком, і все. Ходив, свого ума немає. Пішов до Кощея Безсмертного. Каже: Кощеюшка, поможи горю моєму. От так і так все розказав. Кощей каже: так що, тут все просто. Береш, каже, кулаком між глаз раз, і каже, цілуй, скільки ті влізе. Іван каже: ну що ти, Кощей, ну я ж женщин не б'ю, все таке. Каже: ні, мені це не підходить. Мені треба любов, морков, все таке діло. Ну, каже: ну що, я чим не поможу. Це моя, каже, школа. По моїй школі от все просто. Каже: ну, сходи до мого конкурента, до Баби Яги. Може, вона що посоветує. Пішов Іван Дурак до Баби Яги, каже: Баба Яга, ну от так і так, посоветуй що-небудь. Баба Яга каже: так, Іван, ну тут моя школа, все може це саме допомогти. Каже: береш сумку, хліба ложиш туди, сало і чешеш за 3-9 земель, за 3-9 морей. Каже: там росте трын трава, собираешь її, сушиш, обязательно только в полнолуние собираешь. Сушиш тільки під світом луни. Потім, коли висушиш, даш її настояться півгода. Потім розтворяєш це в воді, спочатку в мертвій, потім в живій. Ну, в общем, там розказувала, мабуть, час, що робити, як робити. Каже: потім от этот настой даси Єлені Премудрій, ну і, каже, цілуй потім, поки, скільки захочеш. В общем, вітаю, панове. Ну, я ісповідую школу Баби Яги, поэтому сьогодні буде вводна часть 3-го сезона сериала «Тепловой насос своими руками». И це 3-я часть будет о геотермальном тепловом насосе. Ну, на правах рекламы хочу предложить вам вот супер кошку, мелкая, еще без имени, красивая, просто обожнює мишей і собак. Мишей їсти, з собаками гратись. Може, звісно, і наоборот, ну, в основному грається з собаками. За дурні гроші. Всього 33 гривні. Можна 33 євро. Дасте більше, здачі немає. Якщо в Харкові і в Харківській області, то привезу на дом. Це чудо. Так і цю. Ще імені свого немає, називайте як захочете. Ну, породиста, трьохмасна. Мамка їй мишей ловить, приносить. Сама ще, звісно, не ловить. История моя с тепловыми насосами началась еще в далеком 2011 году. Ютубы тогда еще и были не сильно модные и популярные. Поэтому описание своего первого теплового насоса из наружного блока кондиционера и внутреннего блока, который был сделан труба в трубе, я опубликовал на блогпост. Ссылку на этот первый проект я дам под видео. Проработал у меня тот тепловой насос не сильно долго, потому что сдох компрессор. Но мысль засела. Следующим этапом я планировал делать геотермальный тепловой насос. Приобрел компрессор, начал продумывать схему теплового насоса, как делать геоконтур. И что-то меня клемануло, что геоконтур надо сделать дешево и сердито. И что-то вспомнились типа термосифоны. Ну, в общем, дальше меня накрыло. Как меня накрыло, вы можете посмотреть в первом сезоне этого сериала.
ссылка на видео появится вот здесь или вот здесь. И начал чудить. Ну, в результате этот тепловой насос, можно сказать, запустил, но выход его был очень маленьким. И работал он не очень, скажем так, хорошо. Поэтому было решено по быстрячку, так как я почти все лето провозился с этим моим термальником первым. Потом поэтому было решено быстренько запустить воздушный тепловой насос. Он во втором сезоне теплового насоса своими руками. Ссылка тоже будет где-то здесь или здесь. Этот насос я запустил. То есть никаких особых претензий к его работе нету. То есть он работает. Единственное, что мне не нравится в его работе, то, что хреново он начинает работать, когда либо около нулевая температура, либо ниже нуля. То есть он быстренько обмерзает, потому что зазоры между ламелями очень маленькие. И, естественно, нужна разморозка. А обмерзает тут очень быстро, если высокая влажность. Если воздух сухой, то, конечно, может и 3 часа проработать без обмерзания. А вот зимы у нас, как правило, влажные, поэтому обмерзает в 90% времени, там, за каких-то 20 минут, потом оттаивает. А еще у меня оттайка сделана теплом компрессора, то есть оттаивает достаточно долго. Ну, все это вы можете увидеть в моих видео в истории. Поэтому я особо останавливаться не буду. И все-таки этой весной я уже окончательно определился, что буду бурить скважины и опускать геозонды. Я прикинул, что мне нужно около 6 киловатт тепла с земли, для того, чтобы получить около 8 киловатт, плюс-минус, тепла. Цифры были получены по результатам эксплуатации воздушника. В нем есть счетчики по выходу. То есть я достаточно четко могу проследить, сколько тепла потребляет дом в сутки. Вы можете это посчитать, имея газовый котел, зная теплоемкость газа, теплотворность газа, зная КПД этих котлов газовых. Все это считается достаточно хорошо и быстро. Но у меня были точные цифры, поэтому вот 6 киловатт земли плюс эти 2 киловатта электрической энергии, которые потребляет сам компрессор, то есть 8 киловатт. Этого мне будет хватать в 98% времени эксплуатации этого теплового насоса. Вот те 2%, котел никуда не девается газовый, если что, если минус 30, вот случайно, которые бывают эти минус 30 раз в 3 года, то я дотоплю газом. То есть сильно большой, сильно мощный тепловой насос он не нужен, потому что по результатам эксплуатации воздушника достаточно четко видно, вот когда тепловой насос избыточен по тепловой мощности, это тоже плохо. Плохо почему? Потому что он включается, нагоняет за эти 10 минут нужную температуру, причем нагревает, если так вот прикинуть потребление тепла домом, то нужно, например, чтобы батареи все были 32 градуса. Тогда вот будут компенсироваться потери тепла. Но когда насос избыточен по мощности, что происходит? Он нагревает до 40, потом останавливается, ждет, пока спадет до 29 температура теплоносителя, и заново греет это все до 42. Что получается? А как мы знаем, КОП очень сильно зависит от перепада температур улица, дом. Вот, не столько дом, сколько температура теплоносителя. Что получается? У нас КОП, когда вода
которая обогревает дом 30, имеет КОП 4, ну, при какой-то наружной температуре воздуха. А когда температура уже доходит до 40 градусов, КОП у нас там 3. То есть мы теряем минимум 25% энергии. Ну, вернее, мы ее не теряем, мы потребляем больше электрической энергии, а меньше из геоконтура или из воздуха наружного. Поэтому тепловой насос, он должен быть достаточно близко к своему пределу. То есть вот если дому нужно там 10 киловатт тепла, то вот тепловой насос лучше там на 10 киловатт. А вот тот перебор, который случается очень редко, лучше, скажем так, догреть газом, либо там какой-то еще перегреватель. Либо, собственно, второй выход – это использовать регулируемый привод, так называемый инверторный тепловой насос. Инверторный тепловой насос позволяет регулировать в некотором диапазоне. То есть, например, роторники, они позволяют регулировать примерно, там, я могу ошибаться, там, от 15%, например, от 15 Гц этот компрессор может работать до 90 Гц. То есть разница в тепловой мощности колоссальная. Джуди, а ну иди отсюда. Разница в тепловой мощности очень большая. То есть насос будет работать непрерывно и будет гнать воду, там, греть ее не до 42 градусов. И будет греть воду не до 42 градусов или 40 градусов, а до 30 и будет ее держать. И при этом будет работать на максимальном КОПе. То есть, естественно, будет минимально потреблять электрической энергии. Поэтому я уже в этом сезоне остановился на инверторном тепловом насосе и геоконтуре. Геоконтур, исходя из моих расчетов, то есть нужно 6 киловатт тепла, я взял 30 ватт с погонного метра контура. Об этой цифре говорят все специалисты. Ну, не верить им смысла нету. И, собственно, контур у меня получился 200 погонных метров. То есть 4 наклонных скважины по 50 метров под углом 45 градусов к горизонту, которые расходятся веером, захватывают угол где-то градусов, может, 100. В этот раз все будет на 410 фреоне. Почему 410? Да потому что компрессор под 410 фреон. Все очень просто. Был бы под 404, был бы под 404. Был бы на 404. Чем меня прельщает геотермальный контур, именно жидкостный, когда жидкость качается циркуляционным насосом. Тем, что можно достаточно легко организовать фрикулинг. Когда я задумывался о геоконтуре на термосифонах, я сознательно пошел на эту жертву, то есть пожертвовал фрикулингом в угоду тому, что это получится дешево, быстро, просто и сердито. Но фокус не удался. И дальше упираться с термосифонами я не стал, по той простой причине, что пластик для них не подходит, либо нужен какой-то специфический пластик. А делать на меди это получится дорого и будет соизмеримо с водяным геотермальным контуром. Поэтому, ну, разве что дырки бить будет дешевле. Но сама медь будет дорогой. В общем, нужно достаточно четко считать, и все равно нужно проверять, как это будет работать. Сколько можно будет с геозонда снять на меди, как ее тампонировать, эту скважину. Поэтому в этой части геоконтур будет водяным. Я сразу закладываю отводы под фрикулинг, то есть будет стоять отдельный теплообменник пластинчатый, в который будет заходить вода, теплоноситель с геоконтура,
и который будет греть через этот пластинчатый теплообменник воду, которая обогревает дом. Ну, понятно, что циркуляционные насосы будут стоять. Так что еще будет, когда придет время, отчет по фрикулингу. Ну, вот и все, что я хотел сказать в вводной части. После вводной части серии пойдут гуськом одна за одной. Интервал между ними будет зависеть в основном от монтажа. Потому что материала отснято просто очень много. Что включать, что не включать, мне-то нужно это все пересмотреть, смонтировать, пообрезать лишнее, подобавлять то, чего не хватало. Какие-то будут вставки в процессе съемки, потому что снимал все гамузом, а теперь это же нужно отсортировать, разложить по полочкам и сделать контент понятным для простого зрителя. Будет одна часть про геотермальный контур, будет тепловой насос, сборка, ну и там еще будет как минимум 2 бонусные части. Как я все это дело запускал, проблемы. В общем, по граблям прошелся основательно. Ну, не зря же у меня школа Бабы-Яги. Поэтому я не буду скрывать там ничего, потому что я не являюсь специалистом в тепловых насосах. Это они там прячут свои скелеты в шкафу. А мои скелеты выставлены ровненько вдоль стеночки, можете их обозревать. Я на этом деньги не зарабатываю, на изготовление тепловых насосов, поэтому не позволено ошибаться. Зато вам будет интересно смотреть, и вы не повторите моих ошибок. Смотрим, ставим лайки, комментируем, не спешим впереди паровоза. Все покажу, все расскажу. Поехали. Кицики. Кицики, кицики. Вылазим. Кицик. Да. Скажи, новый хозяин, где ты? Да наш новый хозяин. Вот и любимая собака.